мы начинаем, собственно, уже начали со вчерашнего дня прием заявок. Значит, заявки поступают очень активно, но в основном это тестовые заявки. То есть это просто наши коллеги, программисты, они тестируют программу, чтобы понять, есть ли там какие-то дырки, есть ли там какие-то, так сказать, уязвимости. Но, слава богу, сейчас все уже налажено, и уже пришла первая заявка. Вот она. Вот первая заявка есть. Сегодня мы будем проводить первое занятие с нашими волонтерами, которые придут для того, чтобы мы могли с ними поговорить, как они будут обрабатывать эти заявки. Ну, одну заявку они уже могут обрабатывать. И, естественно, эта обработка, она потребует каких-то сил. Но если это всего будет одна заявка, то тут, конечно, много народу не потребуется. А если заявок окажется много, то тогда, конечно, и те волонтеры, которые у нас будут, может быть, придется даже просить кого-нибудь на подмогу. По моим предположениям, основной поток заявок появится в первых числах августа и будет нарастать к 15 августа, когда прием заявок закончится. Потому что существует старая истина, что мы долго запрягаем, но зато потом быстро едем. При этом, конечно, желательно еще в правильную сторону ехать. Так вот, в данном случае это относится и к тем, кто направляет в совет свои заявки, потому что они не очень внимательно, может быть, читают правила процедуры, и поэтому могут возникать всевозможные проблемы. Вот сегодня вот на примере этой заявки уже можно будет сделать некоторые выводы. Ну, например, у нас в правилах процедуры написано, что кандидат должен обладать опытом работы по соответствующей номинации не менее 3 лет. Значит, здесь в графе «Опыт работы кандидата по номинации» написано просто «около 3 лет». Ну, извините, во-первых, около 3 лет – это совершенно не однозначно, совершенно не соответствует тому, что написано у нас, не менее 3 лет, во-первых. Во-вторых, не указано, какой у него опыт, что у него за опыт в избранной номинации. Потому что там конкретная номинация, которая указана, это защита избирательных прав граждан и развитие избирательной системы. Вот что он конкретно делал в области защиты избирательных прав граждан, в сфере развития избирательной системы, чем он занимался в течение вот этих около 3 лет. Поскольку этого ничего нет, поэтому наши волонтеры, они будут связываться с этим кандидатом и уточнять все эти детали. Если у него нет этого опыта не менее 3 лет в данной номинации, то его заявка будет отклонена. Вот, на сайте у нас уже неделю висят правила процедуры. Эти правила были рассмотрены и приняты к сведению Советом на заседании Совета 2 июля. Тогда же были утверждены и 13 номинаций. Почему 13? Потому что указом президента Медведева от 1 февраля 2011 года состав Совета был утвержден в количестве 40 человек. Потом, 8 декабря 2011 года, Ирина Ясина и Светлана Сорокина написали заявление о том, что они хотят выйти из состава Совета, и в марте 2012 года указом президента они были из состава Совета исключены. Таким образом, у нас осталось 38. Потом, уже в мае, поступило 11 заявлений от разных членов Совета, там, от Александра Аузана, Светланы Ганушкина, Юрия Джубладзе, Иды Куклиной, Федора Лукьянова и других. И таким образом у нас осталось 27 человек. И 11 плюс 2 получается 13. Вот у нас сформировалось 13 свободных мест. И вот на эти 13 свободных мест мы и проводим вот такой отбор кандидатур с применением интернет-технологий, с применением интернет-общественных консультаций,
хочу еще раз подчеркнуть, что это именно консультации, а не голосование и не выборы. И тот, кто получит в рамках этих консультаций самый высокий рейтинг, совсем не обязательно попадет в состав Совета. Совершенно не обязательно. Это не голосование. Единственным избирателем в этой процедуре является президент Российской Федерации, никто другой. Моя задача – предложить ему кандидатуры на выбор. Мы договорились, что это будет не менее 3 кандидатур по каждой номинации. Не менее 3 – это не означает, что их может быть только 3. Их может быть и 4, и 5, и 7. И все эти кандидатуры должны устраивать членов Совета, потому что членам Совета с этими людьми работать. Таким образом, вот будет это сформировано. По срокам уже сейчас понятно, что прием заявок завершится 15 августа. С 15 августа по 31 августа мы будем обрабатывать поступившие заявки, но если, конечно, их будет больше, чем одна. А 1 сентября мы разместим список кандидатов по каждой номинации на сайте Совета. И там можно будет уже проводить эти самые общественные интернет-консультации. То есть у каждого пользователя интернета будет возможность зайти на сайт Совета, найти на сайте соответствующую номинацию, и дальше он увидит фамилии претендентов, и по этим фамилиям дальше он сможет открыть страничку любого из кандидата, и там либо поддержать его, либо открыть другую страничку. Такая кнопка, как «Не поддерживаю», она не нужна, поскольку есть кнопка «Поддерживаю», а следовательно, всех остальных он не поддерживает. Потому что по каждой номинации пользователь интернета может высказаться только один раз. Когда он высказывается, он может еще также оставить свой комментарий. Но его комментарий увидят только члены Совета, члены рабочей группы Совета. Мы не будем их обнародовать, прежде всего потому, что там могут быть какие-то провокации, там может быть и оскорбление, и клевета, и открывать этот ящик Пандоры нам совершенно не хочется. А в то же время мы будем иметь возможность ознакомиться с мнениями разных людей, разных пользователей интернета. Таким образом, это действительно будут консультации. Вот. И вот эти консультации в интернете продолжатся в течение 2 недель, и после 15 сентября я вместе с моими коллегами по Совету обработаем эти результаты. Рабочие группы Совета выскажутся по кандидатурам, и дальше я буду просить аудиенции у главы государства для того, чтобы представить ему список кандидатов. В обществе и в каком-то смысле у членов нашего Совета возникли опасения, что функции Совета, возможности Совета, перспективы его изменятся в течение этого лета в контексте всех тех событий, которые происходят в стране. Наш Совет выполняет очень важную функцию, связанную с тем, что он проводит от имени общества экспертизу действий власти. И это касается практически сегодня в еженедельном режиме. Я не видел, входя в бесчетное количество государственных органов, коллегии 2 или 3 министерств и так далее, не видел такой силы